Z-пропагандисты обещают резню в России ради будущего страны. В США заявили о провале плана Путина, а Эстония закрывает границу. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В НАТО признали продвижение российских войск на востоке Украины, однако Киев имеет шансы победить. Итак, теперь наша обязанность обеспечить Украину, чтобы заявления превратились в реальные поставки. Переговоры России и Украины. Озвучены условия, на которых Москва и Киев могут решиться завершить войну. Путин уже потерпел неудачу. Следующая горячая точка. Через месяц начнется новая фаза войны. Армия Кремля и ВСУ готовятся к бою. Если мы скажем из того, что добавится, из того, что мы сейчас не видим, из того, где сейчас не наступает, это Харьковская область, это Харьков. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под роликом. Начинаем. Генсек НАТО признал продвижение войск оккупантов в Украине. Йенс Столтенберг также заявил, что у ВСУ дефицит боеприпасов, и из-за этого украинским силам обороны приходится ограничивать их использование. Тем не менее, Столтенберг внезапно заявил, что Россия может проиграть в этой войне, а Украина, в свою очередь, победить. Но Киев, скорее всего, пока не пригласят стать полноправным членом НАТО. Сейчас все внимание приковано к передаче военной помощи. Союзники изучают, что еще они могут сделать, и я ожидаю новых заявлений в ближайшее время. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины. И я ясно дал понять, что если союзники встанут перед выбором между выполнением задач по наращиванию потенциала НАТО или поддержкой Украины, то они должны поддержать Украину. Итак, теперь наша обязанность обеспечить Украину, чтобы заявления превратились в реальные поставки. Поставки оружия, боеприпасов и как можно скорее. И этой логической работой, практической реализацией поставок оружия и боеприпасов в Украину руководит генерал Кристофер Коволи. И за эти усилия отвечает Верховный главнокомандующий США. Я поддерживаю с ним постоянный контакт, и он прекрасно понимает, что это срочно. Российской армии не хватит сил, чтобы захватить Харьков, но возможная угроза наступления влияет в свою очередь на ВСУ и их рассредоточение. О ситуации на Харьковском направлении пишут аналитики Американского института изучения войны. В то же время в Харьковской областной военной администрации считают, что сейчас чего-то необычного на Харьковском направлении со стороны оккупантов не происходит, кроме накопления войск. Но, по словам представителей украинской власти, эти процессы наблюдались и ранее. Военные эксперты тем временем считают, что эти войска рано или поздно Россия таки задействует. И по данным источников ГУР, которых цитирует Financial Times, наступление начнется в конце мая. Если мы скажем из того, что добавится, из того, что мы сейчас не видим, из того, где сейчас не наступает, это Харьковская область, это Харьков. То есть они будут давить там. То есть я почти уверен, что мы увидим атаки со стороны Белгородской области, они будут пытаться прорваться там. Это не означает, что они прорвутся к Харькову или захватят Харьков, но тем не менее заставят нас концентрировать определенные силы именно там. То есть, чтобы мы там находились. И тут под вопросом сейчас становится Донецкая область, поскольку, с одной стороны, для них остановить наступление там и пойти на Харьков, это остановить наступление там. То есть, не факт, что удастся при этом, скажем, потом продолжать эти действия на Донбассе уже. Да. Вот. С другой стороны, в принципе, попытаться оттянуть наши силы и более концентрированно ударить на Донбассе, плюс добавить Угледар, где, я тоже думаю, сейчас в ближайшее время активные боевые действия будут, это может иметь смысл. В Литве заговорили о судьбе украинских мужчин в Европе. В частности, в Вильнюсе думают о том, надо ли помогать Украине возвращать военнообязанных из-за границы, а если надо, то каким образом.
Разные мнения и голоса звучат в Евросоюзе в последнюю неделю после того, как МИД Украины решил ограничить консульские услуги для мужчин, а в офисе президента Украины при этом заявили, что если украинский мужчина нуждается в документах, то ему одна дорога – в Украину. На этот раз относительно будущего украинских мужчин высказалась премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита. Возможно, мы могли бы искать какие-то способы, чтобы при рассмотрении вопроса о продлении вида на временное проживание убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него. Но здесь нам нужно сотрудничать не только с украинскими властями, но и шире, ведь сейчас ЕС предоставляет так называемую временную защиту украинцам. И эта защита довольно универсальна. В рамках этой защиты гарантии, которые предоставляются гражданам Украины, которые находятся в ЕС, очень широки. Очевидно, что это не вопрос одного или двух государств. В Госдепартаменте США назвали путинское нападение на Украину глубоким стратегическим провалом Кремля. Кроме того, Киев, скорее всего, начнет переговоры с Россией, если Москва готова будет уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В таком случае другие союзники будут готовы поддержать Киев, в том числе это сделают и США, заявил Энтони Блинкен. Путин уже потерпел неудачу. Планы, которые Путин изначально вынашивал в отношении Украины, стереть ее с карты, уничтожить независимость, подчинить ее России, провалились. Украина не только выстояла, но и вернула себе 50% территории, которые Россия оккупировала в феврале 2022 года. Кроме того, последняя половина прошлого года была для Украины непростой. Но стоит отметить, что успехи Киева в Черном море, там удалось оттеснить Черноморский флот РФ и начать поставки зерна миру. Российские Z-пропагандисты предрекают в стране резню, которая должна дать России русское будущее. Иначе, оказывается, этого будущего не будет. Уже вот так в открытую об уничтожении не русских, а конкретнее мигрантов пишет Z-блогер Бастраков. У России нет другого будущего, кроме русского. Какие бы интересы во главе угла ни стояли. Поэтому я смотрю в будущее России оптимистично. Будет резня. Нам придется расхлебывать еще много ошибок, допущенных диктатом тактики над стратегией. Надеюсь, урок Украины будет усвоен. Но Россия все равно станет русской, и мигрантская проблема будет решена. Вопрос только в том, какой кровью и чьей. В Госдуму тем временем внесли законопроект, который вводит новый режим высылки мигрантов. Кроме того, согласно документу, мигранты обязаны не наносить ущерб России, не ущемлять права и свободы граждан РФ, никак не влиять на внешнюю и внутреннюю политику России, а также при въезде в страну надо будет уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины. И самое лицемерное – помнить о победе над фашизмом. Боязнь мигрантов является естественным следствием того языка ненависти, на котором разговаривает российская пропаганда, российская власть. Значит, люди привыкают к тому, что считать себя там выше и лучше, чем кто-то иной, это нормально. Так говорит президент, так говорят элиты изо дня в день, из года в год, уже десятилетия. И в этом смысле Кремль, конечно же, в первую очередь озабочен демонстрацией негатива по отношению, так сказать, к англосаксам. Но как это работает в повседневной жизни? В повседневной жизни люди ведь англосаксов не часто встречают. Основной, главный, так сказать, иной, которого они видят в своей повседневной жизни, встречают в своей повседневной жизни, это, значит, мигрант, приехавший из Средней Азии. В Эстонии решили закрывать на ночь еще один погранпункт с Россией. На этот раз речь идет о КПП Кайдула на границе с Печорским районом Псковской области. А ранее подобный запрет на работу в темное время суток был введен для пограничного пункта Нарва. В Министерстве финансов Эстонии говорят, что это выгодно.
Прямо сейчас, помимо Нарвы, мы говорим о закрытии пограничного перехода Кайдула в ночное время, и на это есть две причины. Во-первых, более успешное применение санкций. Объемы перевозок сократились. Мы не обязаны держать границу с Россией открытой. И, естественно, есть аспект экономии денег. В Эстонии также заявили, что в минувшие выходные в страну из России пытались попасть 20 иностранцев, которые при этом не имели необходимых документов или же не могли объяснить, куда и зачем едут. Всех завернули и не пустили в ЕС. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Напомню, эти кнопки можно найти сразу под нашими видео. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.